Всех приветствую на моем канале. Сегодня будем вязать аккуратную горловину спицами с сложным кетлеванием, после которой вы легко можете связать себе джемпер или свитер на круглой кокетке регланом и либо регланом погоном. Вяжется такая горловина очень просто. Справится с ней даже начинающий мастер. Для вязания горловины, вообще вязаного изделия с такой горловиной, понадобится 3 соседних размера спиц. Для вязания я использую спицы 4,5, 5 и 5,5. Причем спицы наименьшего размера понадобятся для набора петель и для формирования канта из полой резинки. Средний размер спиц понадобится для вязания основной части горловины, вот этой вот резинки 1 на 1. И самый большой размер спиц уже пойдет на вязание самого джемпера или свитера. Я использую вот такой более аккуратный и менее заметный кетлевочный шов. Знаю, в основном берут кетлевочный шов из изнаночных петель. Он выглядит, на мой взгляд, достаточно грубо, особенно если этот ряд провязан как 2 вместе. Такой кетлевочный шов часто топорщится в изделиях, особенно если это детское изделие. Я использую вот такой менее заметный, очень аккуратный кетлевочный шов. Мне он очень нравится, он красиво смотрится в изделиях. Он больше похож именно на кетлевочный шов. Я даже когда вяжу двойную горловину, тоже использую такой же кетлевочный шов ложный. Вот посмотрите, я вязала джемпер из Kid Mohair. Здесь идет двойная резинка на горловине. И также есть вот этот вот ложный кетлевочный шов. Смотрится очень аккуратно. Видите, какой равномерный получается переход от ворота к основному полотну по изнаночной стороне. Кто еще не вязал вместе со мной такой джемпер с Kid Mohair, я оставлю ссылочку на мастер-класс в описании под видео и в закрепленном комментарии под этим видео. Так, сейчас я вам покажу изнаночную сторону. Набор петель используется. Он похож на итальянский, но выполняется гораздо проще. У меня также есть мастер-класс на канале по вязанию именно вот такого набора петель, по выполнению такого набора петель и для резинки 1 на 1, и для резинки 2 на 2, и по кругу, и поворотными рядами. Очень такой содержательный мастер-класс получился. Я вам оставлю также ссылку в описании. Вы перейдете и посмотрите, потому что в этом видео мастер-классе именно сам набор петель я показывать не буду. И еще хочу сразу же опередить ваш вопрос. А подскажите, что делать, если уже изделие связано и нужно именно оформить только саму горловину? Отвечаю. Также у меня есть мастер-класс на канале. Ссылка будет в описании под видео. Посмотрите, тоже оформляется также бейка и резинка, только уже по готовому изделию. Очень аккуратно смотрится, причем, когда мы вяжем такую горловину и закрываем ее постепенно, образуются ступеньки, куча разных тут хвостиков может быть, некрасивых растянутых кромочных петель. И вот такой метод, посмотрите, все аккуратно закрывает, все прячет вот в этот вот кант бейку. Вот также я тоже проймы оформляла. Если интересно, заходите по ссылочке в описании под видео или в первом комментарии, как кому удобно, и смотрите. Ну а мы давайте приступим к выполнению именно вот такой горловины. Я набрала петельки на спице. Аккуратный получается наборный ряд. Абсолютно не заметен стык рядов. Вот ниточка набора начала. Для набора я использовала спицы 4,5 мм. Теперь беру спицы 5 мм и продолжаю вязать резиночкой 1 на 1 на необходимую высоту. Обычно от 4 до 5 сантиметров. Общая высота воротничка должна получиться. Вот уже что получилось. Я провязала всего 4 сантиметра. Берем спицы 4,5 мм и провяжем один ряд просто все петли лицевыми. Посмотрите, изнаночные не получите скрещенные,
подхватывайте петельки за нужные стенки. Изнаночную я подхватываю за заднюю стенку, лицевую за переднюю. Я закончила ряд из лицевых петель. Дальше мы переходим на кант, который будет вязаться полой резинкой. Оформляем его следующим образом. Вот петля, которая у меня лежит на ряд ниже, мы ее провязали лицевой. Я ее подхватываю и накидываю на спицу. Затем провязываю изнаночной. Петлю, которая на спице, я просто переснимаю нить за работой. Опять следующая петля. На ряд ниже подхватила, накинула, вяжу изнаночной. Петлю со спицы снимаю, нить за работой. И таким образом мы провязываем все петли. Количество петель у нас удвоится. Я уже заканчиваю ряд. Можно даже не накидывать петлю на спицу, а провязывать ее как бы в воздухе. Смотрите, как вам удобнее делаете. Для меня просто таким образом быстрее. Количество петель удвоилось, как я уже сказала. Приступаем к вязанию второго ряда. Сейчас мы будем изнаночные снимать нить перед работой, а следующую петлю, которую снимали в предыдущем ряду, вяжем лицевой. Изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевая. Таким образом весь ряд до конца. Я закончила второй ряд. Приступаем к вязанию третьего ряда полой резинки. И в третьем ряду мы наоборот изнаночные будем провязывать, а лицевые снимать нить за работой. То есть у нас идет чередование. Мы то вяжем только лицевые, изнаночные снимаем, затем наоборот вяжем только изнаночные, а лицевые снимаем. И всего мне нужно провязать либо 4, либо 6 рядов полой резиночки. Примерно высотой вот этот кант должен получиться максимум 1 сантиметр. И таким образом мы выполняем полую резиночку. Количество рядов полой резиночки должно быть обязательно четным. Обычно вяжется либо 4, либо 6 рядов. Я провяжу 4 ряда, вот этот ряд у меня уже третий. Всего будет 4. Я выполнила 4 ряда полой резиночки. Всего вот этот вот кант у меня получился высотой 1 сантиметр. Если у вас более тонкая пряжа, то свяжите 6 рядов. Дальше мы формируем ложный кетлевочный шов. Посмотрите, первая петля на спице у нас изнаночная. Я ввожу спицу внутрь этой изнаночной петли, захватываю лицевую и вытаскиваю сквозь изнаночную. И лицевую провязываю лицевой, и обе петли скидываю со спицы. У меня на петле появляется вот такая вот протяжка. Еще раз показываю, ввожу спицу внутрь изнаночной петли, протаскиваю в нее лицевую и эту лицевую провязываю. Обе петли скидываю со спицы. Подхватываю изнаночную, протягиваю сквозь нее лицевую и лицевую провязываю. Обе петли скидываю со спицы. Вот он образуется, этот ложный кетлевочный шов. Провязываем таким образом весь ряд до конца. У нас одновременно все петли сократятся вдвое. Я закончила ряд. Получился аккуратный кетлевочный шов. Дальше мы уже переходим на спицы 5,5 мм и вяжем дальше наш джемпер или свитер. У меня на этом все. Если вам понравился такой способ кетлевания горловины, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео мастер-классов, делитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч, всем пока-пока!